Проектор со стильным дизайном, компактными размерами, встроенным аккумулятором на 15600 мАч, 3D-проекцией до 300 дюймов проекции, операционная система Android, поддержка двухполосного Wi-Fi, 4К разрешение, 4D всенаправленная коррекция торцепиедальных искажений, двумя встроенными динамиками, Hi-Fi качества, технологиями HDR10 и MEMC. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к проектору под названием Bientech UFA R20 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данный проектор в черной небольшой коробке из плотного картона. Небольшой относительно других упаковок проекторов, которые у меня были на обзорах. Их было уже достаточно. На коробке есть название, изображение модели, а также краткие характеристики. Пакинг отличный, все упаковано надежно, коробка пришла целая, как и само устройство. В комплекте мы имеем сам проектор, HDMI кабель, кабель питания, внешний блок питания и ИК-пульт дистанционного управления. Жаль, что ИК, правда? Батареек в комплекте не было, что слегка расстраивает. Непривычно это, обычно их запихивают туда. Краткое руководство на английском языке, русского здесь, к сожалению, нет. Хотя и так все понятно. R20 Pro компактный, но весит немало. 1 кг 440 граммов, а габариты 176 на 134 на 128 мм. Также в комплекте идет белая ткань с креплением на клейкой ленте 3M, за что плюс. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 мивендов в 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок, нас там уже 87 тысяч человек, телеграм-канал взаимопомощи, ответят на все, и телеграм-канал мой личный, где я скидываю результаты тестов до обзоров, плюс консультируюсь с вами, что еще купить. К слову, недавно еще 7 смартов новеньких взял, хотя половина из них Китай, но потом мы знаем, что они будут на глобалке. Туда все спойлерил, подписывайтесь, общаться будем. Поставляется R20 Pro только в серебряной расцветке. Дизайн устройства, как по мне, даже очень хороший. Выглядит он не дешево, а прямо дорого. Корпус выполнен из прочного матового пластика с хорошей тканевой обшивкой, а верх проектора выполнен из алюминия. Сборка хорошая, как и качество материала. Взять его с собой, к примеру, в гости для совместного просмотра фильмов или для презентации, положив в тот же рюкзак, можно без проблем. Либо на улице спокойненько смотреть, потому что, в принципе, он позиционируется как мобильный проектор для улицы. Но не зимой же будем его использовать, правильно? На корпусе расположили 3 отверстия для теплоотведения. Снять решетки и фильтр можно без проблем, только с нижних 2 отверстий. Далее есть краткая характеристика: разъем 1/4 дюйма крепления на штатив или треногу, 4 антискользящие ножки, которые свою задачу выполняют на ура. По интерфейсам есть разъем для питания DC на 19 вольт 3,442 ампера, один USB версии 2.0 и один версии 3.0, один HDMI вход версии 2.0, стандартный разъем под интернет, аудиовыход на 3,5 мм, а также на этой панели есть переключатель питания и 3 физические кнопки. Кнопка включения-выключения и кнопка регулировки фокуса. Подключать к проектору по USB можно жесткие диски USB, SSD, мыши, клавиатуры, разумеется, флешки, USB-адаптеры с картами памяти. Также он совместим со многими устройствами, к примеру, ТВ-боксы, HD-DVD-плееры, геймпады, компьютеры, ноутбуки, игровые приставки, смартфоны на iOS и на Android системах и тому подобное. На борту 2 динамика на 5 Вт, и они спрятаны за тканевой обшивкой. Звучание меня порадовало, громкости с запасом, но я, несмотря на в целом хороший звук, все равно использую либо Bluetooth-колонку, либо аудиосистему, подсоединив ее через мини-джек. Потому что вы же понимаете, при любом раскладе колонка за 2000 рублей будет играть лучше, а за 5 на 3 головы лучше. Также я заметил, что проектор работает довольно тихо и не мешает просмотру фильмов на минимальной громкости, в случае, если нет возможности сделать громкость выше. Понятно, что вы напишите про беспроводные наушники, если что, если не нужно шуметь, но все равно. Вдруг сам проектор шуметь будет, правда? Напоминаю, что в комплекте также идет пульт DU, разумеется, он не Bluetooth, но лично мне не приходилось направлять пульт прямо на проектор. Управлять с пульта проектором удобно, в целом все кнопки стандартные, кроме кнопки для быстрого перехода в режим 3D, а также отмечу, что есть кнопка для перехода к настройкам, но не на всех пультах она есть. Летим дальше. Внутри R20 Pro стоит процессор MTK Cortex A53 с 4 ядрами. Не супер, но что делать? Рабочий он во всяком случае. Графический процессор Mali G52, оперативная память 2 ГБ DDR3, а внутренняя 32 ГБ BeMMC. Нехорошо, но для проекта по большому счету достаточно. Большая панель WVGA DMD, источник света OSRAM RGB 3 LED, яркость 750 ANSI
RGC люменов. Как мы помним, что там несколько вариантов шкал оценки яркости. Контрастность 15 тысяч к 1, разрешение 1280 на 800 с поддержкой 4К даунскейла. Но, к примеру, на YouTube максимально доступно только 1080p. Соотношение сторон на выбор 16 к 10, 16 к 9. Размер проекции от 30 до 300 дюймов. По факту на 300 дюймов картинка, честно говоря, не очень. Рабочее расстояние от 1 до 8 метров. Срок службы лампы заявлено 50 тысяч часов. И да, лазерные в разы дороже. Есть автофокусировка и ручная фокусировка, а также электрический зум. 6D всенаправленная коррекция трапециидальных искажений в автоматическом режиме и ручном. И в автоматическом можно использовать, если отклонение от проекции небольшое, а так придется в ручном. Технология MEMC на борту, как и HDR10. Основная фишка данного проектора — это 3D проекция. Данная модель поддерживает Wi-Fi на 2,4 ГГц и также Wi-Fi на 5 ГГц. Bluetooth версии 5.0, что неплохо, но и не последний, он последний 5.3. К слову, R20 Pro можно использовать как Bluetooth колонку, но я бы этого делать не стал. Операционная система Android 9 версии, есть поддержка AirPlay, Miracast, DLNA и eShare. Все как у всех. Есть таймер сна, встроенный аккумулятор на 15600 мАч, хватит его на 2 часа непрерывной работы. Опять же, все зависит от сценария использования и настроек. Интерфейс доступен на русском языке, стартовая страница стандартная, есть приложение и тому подобное. В шторке есть заряд аккумулятора и остальные полезные иконки. Android AS удобная тем, что есть поддержка Play Market, ко всему можно устанавливать сторонние приложения через флеш-накопитель. Файл-менеджер на борту, интерфейс удобный, проектор работает быстро, даже если не подключен к сети. Сильных тормозов я не обнаружил. Настроек более чем достаточно. В настройках проекции есть 3 режима яркости, цветовая температура, масштабирование и режим проекции. Далее есть настройка трапеции с доп-функциями, общие настройки, где можно настроить скорость вентилятора как вручную, так и в автомате. Далее выбор источника, настройки звука с 2 предустановками, настройка приложения, обновление прошивки как через флешку, так и онлайн. Мне, к слову, уже прилетело обновление. Также отмечу, что в настройки можно заходить даже когда находишься в каком-то приложении, что удобно, так как не нужно постоянно выходить на стартовую страницу. Но минус за то, что проектор не оптимизирован под некоторые приложения. К примеру, Eevee. Необходимо использовать смартфон для управления пультом, не получится. Во всяком случае, пока. Для управления можно просто установить на смартфон приложение eShare. Но это уже костыли. Перейдем же к интересному. Цветопередача с холодной цветовой температурой. Мне лично понравилось. Яркости вроде бы достаточно. Но я не нашел полноценной настройки изображения, что является минусом. Возможно, они где-то появятся с прошивками, но пока их нет. Автофокусировка не всегда хорошо подстраивается, приходится настраивать вручную. Для меня истоковая цветопередача кажется достойной, так как скин-тон хороший, черные участки черные, белый цвет отображается хорошо. Края не размытые, картинка четкая, фокусировка от края до края хорошая, но с нижней части проекции непонятно, почему изредка виднеется легкий блюр. Картинка не дерганая, рывков я не обнаружил. Для просмотра видеоконтента, к примеру, видео на YouTube или фильмов, для презентации и тому подобное, он однозначно хорош. Даже для игр таких как файтингов, но точно не для шутеров. В дневное время суток яркости, разумеется, не хватает, ну только если не закрыть окно жалюзями. Либо, если вы идете на улицу, то это должна быть ночь, чтобы все было хорошо и вы использовали проектор на стене. Минусы: нет полноценных настроек цветопередачи, есть небольшие проблемы с автоматическими режимами. Как по мне, картинка слегка тускловатая и, разумеется, цена, если это не распродажа. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Есть вопросы, пишем в комментариях. Все, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Резюмирую: BNTech UFA R20 Pro — отличный проектор с хорошей работающей операционной системой. Ко всему он очень удобный в использовании. Не скажу, что за время использования я нашел какие-то действительно весомые минусы, кроме того, что ценник, как всегда, не в распродаже, довольно сильно кусается. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.